Показываю, каким образом выделить структуру радости в управлении, зная, что структура радости – это есть осуществление событий. То есть фактически вы, во-первых, зная, что есть, вообще говоря, радость управления от предшествующих факторов, следовательно, получается, что как таковое вы знакомы, например, с состоянием радости, и получается, любое управление осуществляется уже в условиях того, что данное состояние существовало. Это некий внутренний стимул, как бы по уровню там счастья управления, это важный критерий в случае, если есть управление, например, сложное. И, значит, второй элемент, там есть, в принципе, дальше третий элемент и так далее, но вот именно выделение второго элемента, что выделение именно фракции как бы радости в управлении, это специальная технология, которая позволяет, во-первых, успешно осуществлять управление, делать управление контролируемым с точки зрения результата, элемент радости как элемент диагностики результата. И уже следственности, например, там третий уровень, это расширение управления на структуры внешней области информации, потому что понятие радости – это система все-таки передачи информации и так далее. То есть здесь можно увеличивать управление дальше до бесконечности, потому что структура радости может быть расширяема до бесконечности как бы в едином импульсе восприятия. То есть радость как величина, она все-таки бесконечная величина изначально, и в связи с этим получается, что мы фактически, если вот, например, осознать, как делает Бог, да, например, как Он воспринимает радость от действия, Он же создатель бесконечного уровня реальности, и при подходе к этому уровню, как бы единичным, ну, в человеческом восприятии в конечном импульсе, он воспринимает элемент всеобщей радости. То есть получается, что существует определенная технология подхода к бесконечному уровню радости, но туда подойти можно только на элементе радости. То есть фактически есть бесконечная система, которая означает радость, и нам нужно, выделив сначала локальный уровень радости, как бы приблизиться и заактивировать вот эту всю макросистему. Кстати, в лечении, например, сложных заболеваний этот элемент дает возможность человеку быстрее оздоравливаться, даже при условии, что, например, первичные системы очень отягощены, например, у человека, и в связи с этим получается, что когда мы работаем на структуре именно радости и управления, мы должны, как я сказал, в первую очередь выделять, что такая радость существует, она была, если вы в управлении получали, да, или она возможна в управлении конкретным процессом, тоже важная характеристика, как возможность получения радости, то, в принципе, в неизвестных процессах, например, вы не встречали ситуации, да, в какой-либо ситуации в управлении, то получается, что даже в условиях сложности системы управления возможность получения радости – это очень сильный уровень устойчивости управления изначального. То есть критерий радости, во-первых, держит вашу внутреннюю позицию, вы не меняете структуры управления, да, первичного импульса управления. И зная, что она, вообще говоря, возможна, вы можете к ней стремиться. То есть поэтому для сложных процессов, с которыми вы раньше, например, не встречались, и нам однозначно перевести предшествующее управление, например, невозможно, то возможность существования радости – это достаточно сильный уровень управления как таковой. Поэтому выделение фазы возможности – это, во-первых, устойчивость управления. Человек, выделяя фазу возможности, в интервале управления всегда реализовывает свой первичный импульс. Вот радость, она же из изначального импульса возникает, например, радость возникновения жизни. Поэтому предшествующие уровни управления, они обязательно держат первичный импульс. То есть ваша позитивная идея, которая была заложена до момента управления, она всегда реализуема и реализуется. То есть вот позитивную структуру управления невозможно отменить. Вот при структуре, что есть радость управления, это очень важная характеристика, заложенная в управлении, потому что в сложных системах управления вы можете управлять по-разному, вы можете быть мобильны, вы можете менять структуру тактических решений, но первичный импульс заложенного управления всегда сохраняется. То есть вы всегда перед собой становитесь правыми, вы не ошибаетесь, вот в чем особенность. То есть, меняя тактику, вы все время, имея именно структуру, причем радости, как критерий действия, вы все время выдерживаете свое линейно позитивное управление. То есть статус как бы неточности управления при этом нивелируется. И вот чтобы человеку не допустить ошибок, например, ему нужно,
сразу же выделять структуру радости управления. И в связи с этим получается, что он работает устойчиво. Более того, если он в какой-то момент, например, не реализовывает структуру, ну или он чем-то занят, или он, например, не считает, что это нужно говорить все время, что надо, например, через макроспасение, просто работает и все. Или же какие-то третьи, да, элементы, то вот элемент выделения радости или знания о том, что существует радость управления, ну, например, простая мысль, да, там, что бы ни происходило, все равно существует следующее управление. Это же тоже некое такое радостное чувство, да, казалось бы, все достаточно, может быть, у человека сложным, но ведь существует следующее управление, действительно так. То есть можно набраться сил и предпринять следующее управление. Это как бы дает человеку выйти в состояние устойчивости и именно радость от того, что получится следующее управление. И вот мы сейчас вот переходим как раз к следующему уровню, что ведь в условиях именно технологии вечного развития у человека может быть так, что по-разному сложится ситуация, да, в жизни. Поэтому получается, что он должен значит, обязательно исходить из фактора того, что может получиться, да, например, получится. То есть есть такая возможность, что получится. И поэтому получается, что из структуры возможностей мы должны построить устойчивое, абсолютно точное управление, которое не только возможно, оно, например, в тактическом варианте уже видно, что реализовывается. То есть в данном случае речь идет о том, что многие люди вот по судьбе, скажем так, имеют достаточно много информации о, например, себе или там о каких-то событиях, но при этом, в принципе, если, например, вы делаете управление, скажем, идущее от вас ну, в сторону, в следующий процесс, вы излечиваете какое-то тяжелое заболевание. И вам нужно видеть структуру устойчивости, ну, все-таки заболевание часто нагрузочная информация сама по себе для человека, который только начинает практиковать, например. И вообще говоря, для любого человека, который, например, работает ну, с точки зрения там, элементов чувственного, что ли, плана, или он как-то туда попадает в уровень чувственного восприятия. И поэтому получается, что здесь есть уровень просто спокойной работы, да, как у профессионала постепенно работают в спокойной системе, но тем не менее чувственный уровень все равно иногда как бы захватывает человека, бывает такое, и получается, что именно структура радости следующего действия это есть как бы уровень выносливости в управлении в данном случае. И когда мы начинаем для сложных заболеваний, там, сложных ситуаций все время находиться в статусе ну, некого там процесса действия, то есть, ну, бывает, например, там, суббота, воскресенье, как бы некий существует уровень отдыха, да, у людей, которые, например, не считают, что надо там постоянно управлять, да, а ведь многие из управленцев вначале работают вообще непрерывно, пока не выходят на уровень контроля прогнозных фаз. Это когда уже устойчивость прогнозной фазы становится, ну, как бы абсолютно, человек себе где-то начинает позволять, ну, где-то отдыхать какое-то время. А вообще говоря, когда управленец начинает видеть, особенно в структуре спасения, а у меня как раз таки учение, где через спасение, ну, все, понятно, проходит система управления, поэтому он вынужден первое время работать как бы почти непрерывно часто. Ну, или там каких-то проблем, каких-то, может быть, не всегда сложных заболеваний другого человека, но бывает, что ответственный человек, он начинает работать тоже практически непрерывно, пока не получит результат. И получается, что вот здесь вот именно радость получения результата, да, от этого момента, радость от того, что предпринимается действие, то есть не просто там, ведь, ну, как бы есть возможность у человека исчерпать возможные средства, или они, например, к его моменту были исчерпаны, к моменту его действия. Тогда, получается, хотя бы это остается, да, возможность управления еще, собственно, там, интеллекта, воли и так далее. И вот здесь надо вкладывать структуру радости обязательно в качестве параметра действия. То есть мы вот здесь уже переходим к тому, что радость – это траектория действия в данном случае. Когда или много очень работы, или работа постоянная, и вокруг часто бывает, ну, пациент, ну, некая там безысходность там, в сложной ситуации. И эта ситуация как бы аккумулирует в системе коллективного сознания. А вы берете и вкладываете в структуру следующего действия, отсюда получается радость. То есть вы понимаете, что хоть следующее какое-то действие можно предпринять. Это можно назвать разным уровнем, да, некий позитивный уровень, но если вы отсюда видите уровень радости, значит вы действуете интенсивно, правильно
и у вас ситуация под контролем. Это все-таки и диагностическая система. То есть умение выделить структуру радости, это еще и структура правильно сидеть. То есть, ну, там, например, там, элемент сознания, да, фрагмент, который означает радость, вы его держите как бы в поле управления, и получается, что вы, значит, за этим элементом правильно держите ситуацию. То есть вам не надо часто, ну, находиться в структуре, что ли, всей массы событий, вам достаточно проективную область только визуализировать и управлять только этой точкой радости. Тогда, получается, вы действуете правильно. Стоит только ей начинать, например, ускользать, где-то что-то внутри происходит не то, да, вы можете сразу выйти в структуру управления дальнейшего. То есть при, ну, там, срочной диагностике событий, когда у вас много дела, вдруг какое-то всплывает дело, достаточно найти точку радости по отношению к делу, и вы понимаете, что дело контролируемое. Тогда вам не надо тратить время, да, на диагностику, и более того, вы как бы делаете управление практически мгновенно, добавляете следующий шаг. И, кстати говоря, как правило, вообще говоря, если вы это увидели, значит шаг успешный. Вот сказать, что шаг неуспешный, например, да, или там неточный, до визуализации события, вообще говоря, нельзя, до объективизации. А в управлении, значит, он успешный, в управлении, значит, в реальности успешный. И вот когда вы какое-то дело там, ну или там затягиваете, и вам надо к нему снова вернуться, вот при первичных признаках часто, чтобы получить элемент радости, это надо сначала достаточно много проуправлять. То есть опять к правильности действия выйти. Значит, в структуре радости заложено, получается, то, что первичный импульс осуществляется в любом случае, даже если вы тактически меняете решение. То есть вы всегда не то что меняете, а все-таки вы добиваетесь этого же решения, преобразуя информацию или там как бы используя какие-то тактические средства. Да? Вы не выходите за линию своего как бы поведения первичного. Ну, например, есть некие процессы в действии, там, в том же влечении заболеваний. Если известны какие-то способы, вы можете тактически менять совершенно разные системы, применять совершенно разные действия применять, но при этом вы выдерживаете все равно первичный статус, что вы изначально заложили. И превалирует всегда первичный статус, то есть логический статус. То есть всегда можно видоизменить ход событий, получается. Если в какой-то момент человек принимает, казалось бы, ему даже не совсем, может быть, с его точки зрения там корректный уровень, да, взаимодействия с информацией, то с точки зрения первичной радости, первичного посыла, первичной созидательности всегда превалирует то, что логически целесообразно. И получается, что мы имеем, в общем-то, колоссально устойчивую систему на этом уровне именно радости управления, радости действия, или даже, вообще говоря, просто выделение фракции радости в управлении. Получается, что выделение именно фракции – это, вообще говоря, технологически очень приемлемая вещь. На самом деле, если вы, даже в таком действии вот, заходите там, в магазин или там, в библиотеку, и вам нужно выделить среди там, ряда даже учебников тот, который принесет наибольшую вам пользу, да, тогда чисто такой прагматический прием, выделяете на корне, на корешке книги, обычно это нижняя структура, как бы фиксирована, а верхняя динамическая. То есть, чтобы определить структуру радости, можно, что для вас полезно в этой книге, да, значит сигнал радости слышен. Он выглядит как динамика, переходящая в статику, отражение реальности мира. В первичной точке динамика, а в удалении статика. И получается, что вы видите, как некий столбик информации там по корешку сверху вниз и там фиксируется. Этому можно научиться выделять в книге на структуру, которые вам нужны. Более того, выделять страницы, которые можно сразу посмотреть и сразу общую структуру книги понять. И в любой системе знаний, например, там в авиатехнике, когда я там диагностирую по каталогам детали, совершенно новые типы могут быть самолетов, а там получается, что практически мы не должны, например, рассматривать управление таким, что управление зависит от объема знаний каких-либо. Или ваших там, или там внешних знаний. Могут быть любые там, каталоги, любые схемы, не обязательно самолетов, там, судна различные и так далее. Корабли в том числе. Тогда получается, что если там много деталей, особенно если там большой корабль, да, получается, что как вот выделить сегмент, который, вообще говоря, проблемный при миллионе там деталей, например. Значит, тогда получается, что
достаточно выделить фрагмент нахождения детали наиболее проблемной и как бы испытать радость от действия. Да? Здесь можно испытать по-разному. Управленцев пользуются часто приемом даже чисто таким прагматичным, что это время проработано, если дефект, например, несерьезный, он не угрожал безопасности, тогда хотя бы то, что вот сделана работа и есть дальнейшее, да, время на работу. Вот это элемент действия, обычный, что ли, что, вообще говоря, людям достаточно понятно. Есть какой-то объем работы, он сделал и сразу получает результат. Поэтому надо рассмотреть, где вот этот элемент реализовывается. Информации большого количества технических, например, систем. Не обязательно, могут быть здания, может быть диагностика региона и так далее. И выделив отсюда фракцию радости, обратным путем очень прочно, на очень прочном уровне, что ли, стабилизированном, можно открутить информацию до уровня, где вы диагностируете, что вы находите. То есть критерий радости как маркер успешности действия. И получается, что когда вы это делаете, то существует всего одна точка. Нахождение, а это очень понятная, приятная величина в действии. Да? Лучше находить радость, чем копаться в углах каких-то деталях. Значит, и получается, что я имею в виду, технически, конечно, система. Потому что в случае действия человеком любая система, соответствующая человеку, доставляет радость. Вот есть такой уровень управления. Значит, а в случае технической системы это как раз-таки очень все конкретно. Здесь обратный импульс, и вы начинаете сразу, прям как в кино можно, так образно говоря, на самом деле это выглядит еще более четче даже, чем обычно какой-нибудь, даже голографический видеофильм, да? Там видны все связи моментально. Где находитесь вы, что делать надо в эту минуту, где находится нужный каталог деталей и так далее. Например, я при диагностике, когда поступил Ил-86 более широко в реализацию самолета, там достаточно много новых деталей, отличающихся, например, от Ил-62, предположим, и так далее. И когда стали приходить эти каталоги деталей, а их много много томов, и вот они стоят, предположим, на полке, занимая 3 полки. А мне нужно срочно сделать диагностику, тогда я в принципе, я периодически, это, конечно, не единственный, естественно, метод диагностики, но тем не менее, это как пример я привожу, как один из методов, достаточно эффективный, чтобы диагностику сделать быстро. Вот что имеется в виду, если вам нужно сделать быстро и эффективно. И я просто приходил, и для этого нужно просто смотреть немного вперед. То есть импульс искать на книге, где эта книга, где эта страница, где этот узел. И все. И потом просто можно приходить, брать нужный какой-то каталог, нужную страницу, нужную строчку находить, указывать, писать и отдавать ответ. И все. И здесь получается, что управление осуществляется практически потому, что я же рассматривал импульс осуществления действия, а не искал, например, да? Я просто взял другую выборку информации и все. Если бы я начинал искать, я бы тогда практически должен был бы рассмотреть весь объем. Здесь, получается, поиск заключается в том, что я рассмотрел свои будущие события и всего лишь навсего с этого события взял информацию. То есть я просто-навсего пришел к тому действию, которое я должен сделать. Вот и все. И при этом я через критерий выполнения, элемент радости вышел. А маркер достаточно устойчивый. Здесь специфика, кстати, очень точная. Там есть конкретная среда, конкретное выделение полутонов, если в цветовом аспекте даже рассматривать. То есть всегда видно, от чего вообще какая радость возникает. И есть дифференциация по характеру этого импульса, по структуре и так далее. И получается, что она именно, кстати, называется как радость. Потому что радость — это устойчивость. Любая другая ситуация, успех, например, логический успех, какой-то всеобщий успех, это совсем другие критерии. Они, конечно, тоже могут работать, но тогда надо четко выделять именно эти системы. И получается, что самый такой приближенный, что ли, к человеку в действии, в его естественном действии, самый такой, в общем-то, неутомительный элемент, то что в большом количестве управления важно выбирать вещи, особенно при передаче знаний, которые не утомляют людей. И структура именно выделения и поиска этой фракции радости, это есть очень эффективный путь. Есть управление через радость. То есть
управление, если сложное, вы сначала как бы набираете управление путем активизации некой или даже набора информации радости перед областью управления, особенно если оно сложное. И от отправной точки, может быть, даже потому, что задача очень сложная, и вам от этого радостно. Ну, можно придумать много поводов, да, можно их просто построить. Значит, вы берете за задачу, как правило, выполняете быстро. То есть сначала вы аккумулируете, на структуру радости попадает вся система будущей задачи. И, значит, ну, скажем так, воодушевленные тем, что вы такой большой объем тянете, вы быстренько его реализуете, потому что, кстати, структура радости – это все-таки диагностика правильности действий. Вы сразу же закладываете в действие правильный ответ, фактически не как бы входя в это действие. Тоже важный элемент управления большими массивами информации, и особенно теми, которые, например, вам в принципе не нужны, вот, ну, именно для детализации. Та же система там, либо это какой-нибудь корабль, да, в диагностике, либо это какие-то дома там с произвольной конструкцией, с какими-то сложными системами взаимосвязи, или это там техника любая, там самолет, космическая. В принципе, под эту систему только принципиально подходит и диагностика именно в действии с человеком, но человек должен ощутить взаимную радость. Вот здесь есть особенность. Диагноз человека, он должен увидеть радость от того, что он излечивается, например, или у него там нет проблемного диагноза. То есть тогда надо посмотреть на будущее человека и увидеть, что он воспринимает эту радость от своего как бы устойчивого положения. Только тогда с этим элементом можно подходить к человеку, потому что человек радуется как бы одновременно. То есть Бог создал всеобщую радость от вечности жизни. И здесь важный элемент есть от будущего, что вот осуществление действия в радость, это есть действие изначально все-таки идущее от Бога. Он осуществил первичную как бы радость исполнения. Он же сделал и получил, да? Реализовал, получил мир. То есть первичная радость это как раз таки чувство первично божественное. Если мы увидим, как Бог возрадовался, то ясны наши задачи получаются. То есть Бог дает управление, исходя из того, как Он увидел свою собственную радость. Радость человека – это постижение, да, пути Бога. Получается, что отсюда мы начинаем осуществлять структуру развития вечности. А тогда получается, что вечность – это есть действие радости, но как бы в нашу сторону радость всеобщая, она вечна. Есть критерии, которые вечные. То есть жизнь приносит радость. Это вечное утверждение. Ну, как бы имеет структуру вечности в понимании даже логическом. И жизнь есть радость, да, например, если там поставить знак равенства или знак там тире. Значит, получается, что, значит, если, например, сделать такую структуру жизнь, там, тире радость, да, получается равно, например, там жизнь. Ну, такую формулу, может быть, совершенно элементарную, но понятную на уровне там, что ли, даже там любого универсального какого-то элемента восприятия, потому что с точки зрения вот логики, если там, ну, взять и перейти в структуру коллективного сознания, где тире означает минус, например, да, значит, получается, что работая со структурой радости, мы всегда имеем жизнь. Такое даже логическое, вот, как бы мы не взаимодействовали с радостью, мы имеем жизнь. Значит, и получается, что если мы используем вот эту структуру для входа в бесконечную величину, как я говорил, что надо брать элемент радости и входить в бесконечную величину, то именно структура бесконечного развития, то, что вот из вечности, ну, сияет или светит вот этот светлый свет, там, белый свет вот этой бесконечности, то получается, что он иногда имеет золотистый оттенок, там по-разному люди часто воспринимают, но именно структура радости как структура уже действия, то есть радость превращается в структуру действия. То есть если много очень радости, именно в будущем, да, то переход в действие. Вот, например, в бесконечном будущем у людей осуществляется их действие, то есть они испытывают радость от любого, получается, действия. То есть там, получается, чем больше человек развивается в плане именно созидательного развития и именно бесконечного, тем он в большую концентрацию радости входит именно всеобщая радость. А это уже первичный импульс, который от Бога и был дан. То есть в бесконечности Бог получает в себе первичный импульс, который он заложил изначально в создании мира. И получается, что человек
значит, созданы в какой-то точке, например, как бы в виде, может быть, того уровня, который, например, не как бы олицетворяет даже структуры выраженные. Вот в чем особенность, там нет выражения, например, там в какой-либо фазе восприятия, там словесный, звуковой, вот, идет переход систем, когда начинается понятие, да, одно там, второе, я сейчас просто стараюсь многомерную систему выразить, как это выглядит, да, на словах или на восприятии. И при переходе каждое из слов, каждое из выражений, не заканчиваясь, переходит в структуру радости, то есть идет свечение структуры как бы внешней среды, и слова означают следующее действие. То есть слово, не сформировавшись или сформировавшись там только в начальных импульсах, формирует следующее действие. Это очень важно в том плане, что ведь Бог изначально значит, вкладывал в структуру слова всеобщее действие, то есть каждое слово вначале означало всеобщее действие. То есть как вообще, вот если задуматься, работало слово в начале, когда мир только создавался, вот он начал создаваться мир. Тогда получается любой процесс, фактически, он же значит, был таким, что он взаимопересекался. И если слово начиналось, значит, то получается, например, там, мне нужно сказать, там, в реальности, да, там, существующей реальности и так далее, то я могу, например, начинать, говорит, в реал, а дальше идет следующее создание. То есть мир пока еще развивается, например, да. То есть возникает реальность, слово переходит в реальность, но оно еще не закончено. А дальше начинается, то есть со звуковой формы начинаются все слова. И, следовательно, получается, что для того, чтобы слово произнести, одновременно был выражен человек, как бы сам собой. Полная свобода человека в том, что он выражен в радости. То есть он, получается, в определенной степени создавался на определенном уровне также свободно, видя, как создается именно Бог, как Бог себя создает в этот момент вместе с миром. Уровень свободы у человека – это уровень его внутренней радости. Человек, когда радостный, он свободен. И получается, что, исходя из этого, мы видим структуру радости как структуру самого создания тоже в том числе. Причем прямого наблюдения, как само создается Бог. И прямого наблюдения, как формируется еще только создаваемая реальность. То есть в структуре радости мы можем попасть в промежуточные процессы. Вот это очень важно, о чем я, например, говорю как о системе управления, как правило. В данном случае я говорю о некотором как бы промежуточном состоянии, которое мы рассматриваем как в замедленной там видеосъемке, да, например, от начала любого процесса. То есть процесс начинает развиваться, и мы наблюдаем. Получается, переход одного слова в любой смысл, мы начинаем слово, начинаем какой-то предлог и переход в многоракурсовый смысл. Это есть действие слова в начальном уровне, а значит, это ближе к Богу. То есть Бог вначале произнес начальный уровень слова, и он как эхо разносится по реальности, и получается всеобщее действие от любого слова Бога. Значит, все слова, которые приходят к Богу, означают его действие. Все слова есть действие Бога. В этом понимании, как бы во всеобщем. И когда мы начинаем здесь именно делать управление, например, вот одна из позиций моего управления, это то, что если, например, ввести на уровне социальном, там, технологическом и так далее структуру запрета смерти, то Бог, не создавший смерть, будет больше и точнее может давать знания людям. То есть он изначально точно, но он точно изначально, естественно, дает Бог. Просто человек тогда сможет точнее воспринимать, когда он исключает понятие, например, там, смерти из уровня восприятия. Причем реально, не путем там не говорить про это, например, а просто на все делает так, что не происходит смерть. Тогда получается, что мы, вот исходя из структуры вечности развития, приближаемся уже к очень простой величине во всеобщем действии. Стоит только
понятие, вообще говоря, любого вида разрушения исключить из уровня коллективного, что ли, сознания, коллективного управления, так скажем. Хотя, может быть, можно исключить из уровня просто локального плана сознания, там, например, какого-то коллектива и так далее, группы лиц. И это уже будет очень эффективно часто. То мы приходим к тому, что процессы, которые, ну, как бы от нас бесконечно или там далеко находятся, или бесконечно удалены, они начинают сворачиваться уже по признаку радости управления. То есть к радости мы приходим как бы управленческим путем. Вот эти кольца, они, кстати, заворачиваются в подобие там восьмерки, но, правда, наклонены, как бы, если импульс здесь закручивается, и где-то вот по часовой стрелке начинает формироваться восьмерка в вашу сторону. То есть есть символ радости конкретно. И, значит, если мы начинаем управлять, то есть смыкать восьмерку, да, знак бесконечности фактически, замыкать, то мы видим на контуре замыкания все параметры управления, то есть первичная точка радости, где вообще она находится, ну, именно в действии успеха. То есть мы, например, в точном действии, да, так скажем, нам нужно маркировать действие, и нам нужно элемент воспринять, да. Но ведь если мы вопрос не решаем еще, ну, например, полностью, какая-то сложная, например, ситуация на АЭС, тогда нам нужно двигаться, и мы хотим использовать критерий радости как действие промежуточное, мы должны абстрагировать радость и сделать его просто критерием, то есть наблюдать извне, в спокойном состоянии, наблюдать, где маркер этот двигается. Потому что если вы воспринимаете радость, вы должны уже совершить действие. Сделать так, чтобы взрыва на АЭС не произошло. А если вы двигаетесь, вы должны воспринимать это как инструмент действия. То есть радость допускает элемент формализации, как бы, да, отношения к этому событию, к такому, которое называется радость. И в связи с этим, вот когда вы начинаете делать формализацию, вы видите, что вот тогда мир превращается в тот мир, который вы видите, то есть в реальный, например, там, будничный мир, который вы воспринимаете, там, встав утром, например, и посмотрев в окно, или там пройдя по улицам, именно утром можно видеть, как идет элемент на физическом уровне, можно выделить градацию, где Бог опускает радость действия следующего, да, и как идет информация как бы спуска этой субстанции. То есть можно прямо на физическом уровне наблюдать, где этот пласт соединяется с известным уровнем просто физического пространства. И когда вы начинаете визуализировать процессы, то достаточно понятно, что можно большим регионом созидательно, и причем на бесконечно развитый регион управлять, именно вот бесконечном понимании управления, даже не разово, а управлять, и потом контролировать, и не дать произойти какому-то там, ну, глобальному проблемному макрособытию, а потом уже перейти к тому, в случае, если увеличить количество концентраций других людей, с любого, в принципе, региона, но в том числе с этого, да, которым вы занимаетесь, можно доводить до того, что уже какие-то мелкие катастрофы не происходят и так далее. В идеале, и вообще так, в любом случае будет контролируемость всей системы, все равно будет реальность, что не будут происходить даже элементарные проблемы у людей. А тогда получается, что не только, кстати, у людей, у других систем тоже, да, развитие, у животных и так далее, растений, так скажем. У любого элемента реальности, даже так можно выразиться, это уже как бы колоссальная такая как бы энергетическая, энергизированная радость, которая выражена присутствием Бога во всеобщем действии, в локальном. То есть человек уже постигает действие Бога в плане бесконечности своего действия. Это уже радость совместного действия управления вместе с Богом. И когда вы начинаете уже это не разделять, то есть где радость там, человека, Бога, радость творчества совместного именно вместе с Богом, тогда получается, что это бесконечное развитие уже обеспечено не только там лично вам, но и тем людям, которые наблюдают за вами, то есть они постигают эту истину, идут, например, вместе или там как-то по-своему двигаются, но главное, что они это видят и понимают. И вот здесь вот важно видеть, что все управляемое будущее, это есть, вообще говоря, достаточно, ну, в общем-то, гибкое вот в динамике, скажем, да, на уровне оптики, что ли, восприятия, но на уровне контролируемости, когда человек точно знает, что у него совершится что-то, он, ну, совершенно уверен, да, он
полностью контролирует свой организм. Он знает, что будет дальше в любом действии. Например, там человек, там, в детстве многие катались на санках. Перед тем, как съезжать, он до этого знает ощущение, он точно знает, что он именно так съедет и получит именно это ощущение. И когда вы начинаете воспринимать будущую реальность именно вот так, то, во-первых, контролируемость полная в данный момент. Значит, вы ничего не опускаете. Это, кстати, мощный диагностический еще инструмент, потому что если что-то не так, у вас не то ощущение. С точки зрения санок вы выбираете маршрут, значит, другой может быть. Значит, а если, предположим, вы начинаете делать, ну, по аналогии тому, как делает Бог, он же любой маршрут для себя делает благоприятным, да? Тогда вы начинаете преодолевать. Вот в чем разница все-таки еще в действии, например, да, Бога, ну, то есть между Богом, в его восприятии для него любой маршрут может стать благоприятным в момент приближения, ну, к некой проблеме. Человек же должен, например, все-таки, ну, лучше всего заранее позаботиться. Хотя он может выйти на радость Бога, кстати, вот здесь, выйти на радость Бога мгновенно за счет совершения благоприятного события, ну, кочка некая, да? Если человек, опять же, та история, что он едет на санках, тогда получается, что он благоприятно минует, Бог ему помог в данный момент. И вот здесь вот структура взаимодействия с Богом, то есть мгновенное взаимодействие в плане преодоления, то есть он же тогда должен увидеть, а как вообще делает Бог в этот момент. Что он ему показывает, он должен четко увидеть. Вот это достаточно конкретная ситуация, и это, в общем-то, ситуация, которая соотносится и часто является структурой радости, вообще говоря, как бы воплощением радости в действии. То есть все благоприятное действие – это есть радость. Вы находитесь в пространстве радостного действия, когда вы преодолеваете часто сложные проблемы. И получается, что когда вы данное пространство формируете вокруг себя, это один из уровней фактически как бы автономно точного управления, то есть ваша система, ну, как некая там субмарина, да, например, перемещается в пространстве информации, и вы спокойно, как в некой благоприятной там сфере действия, находитесь какое-то время, она идет как бы за счет некого автоматизированного хода. То есть как только вы начинаете входить в это пространство, вы чувствуете, ну, напряжение, устойчивости, и движение происходит как бы само по себе. И вот если вы начинаете рассматривать, а как вообще развивается человек, вот, с точки зрения того, что человек считает, что многие процессы, ну, как бы сами по себе происходят, да, в человеке. Ну, для большинства людей действительно так и есть, то есть люди развиваются в естественных условиях, обычной, как бы, как они считают, жизни, и не нужно постоянно контролировать там клетки и так далее, да. А здесь получается, что если мы из этого аспекта естественного развития структуры радости приходим к человеку, мы видим взаимодействие между клетками. И именно структура радости – это есть некий уровень проводников. То есть в этой структуре можно, например, нервные волокна восстанавливать, можно создавать структуру органа от самоосознания, там, например. То есть это достаточно хорошая система и диагностическая, и как строительная, в виде даже, кстати, строительного материала. То есть это вот как бы многоракурсовая система, которая переходит из уровня действий в информацию в физическую реальность. Переход из информации в физическую реальность – это и есть радость действия Бога. Это, вообще говоря, просто часто уже на следственном уровне или там, на отдаленном уровне – это информация радости. И вот когда мы начинаем, ну, как бы здесь делать управление или там хотим рассмотреть именно, где вот переход, ну, например, там, в случае, если мы работаем конкретно с уровнем, что нам нужно сделать переход из информации в физическую реальность в плане именно самой физической реальности, то есть не то, что там событие сложилось благоприятно, да, и в общем плане это же есть радость действия, где сложилось и нормально, то есть мы не рассматриваем процессы физические, но в случае, например, если нужно получить оздоровление, да, вы кого-то лечите, в случае, если там все здоровы, то получается, может быть, какие-то ситуации, где человек должен преодолеть, например, какую-то, возможно, там, не то что проблему, но информацию какую-то, которая может быть негативная возле него.
Когда вот здесь переход именно контроль физической системы, физического тела. Здесь как раз-таки вот переход от действия Бога в структуру человека, физическое тело, совершенно четко присутствуют элементы радости, причем он находится именно практически в ядре, в общем-то, можно сказать, о центре клетки, там молекула это ядро, как бы, ну, практически как бы уровень атома, а еще глубже. То есть некая центральная часть. Если мы берем там ядро клетки, то это даже глубже молекулы, чем атом, например. И когда мы начинаем рассматривать вот эти системы переходов, то мы видим, что радость достаточно защищенная система управления. То есть она автономная, во-первых, она обладает свойствами мгновенного или там, постепенного перехода, и более того, при приближении к человеку в области восприятия часто, если можно так настроить свое восприятие, просто настроить, как некую там, ну, систему оптическую, скажем, да, некую линзу, как бы с обратной стороны. То есть вы наблюдаете результат здесь, а ваша линза с той стороны. То есть вы смотрите отсюда, но воспринимаете здесь. Смотрите как бы с той стороны, через некую оптическую систему, а воспринимаете отсюда. Делаете, ну, два действия. Для структур радости это никакого напряжения не составляет, потому что радость позволяет работать на разных участках управления, по-разному делать как бы в едином импульсе радости. Вот обратите внимание, что работа с радостью, если только мы не рассматриваем каких-то деталей, вот, достаточно простой уровень. То есть для тех процессов, где требуется быстрый уровень фиксации, контроля, это очень быстро реализуется. В случае, если мы работаем с длительными процессами, нужно тогда детализировать и формализировать, то есть как бы отдалять структуру радости, работая с ней просто как с информацией, не воспринимая на чувственном уровне. Или на уровне души, например, воспринимая как бы из уровня внешнего управления, а управляя больше духом. Вот здесь вот важно еще уметь переводить управление как бы формальную фазу, работать как с информацией, или же работать через восприятие радости, отождествляя какой-то элемент сознания с структурой радости, то есть радуясь фактически, да? Или там можно сказать, что допустить такую формулировку, то есть как бы радуюсь, но вот понятие как бы радуюсь из такого, как правило, не реализовывается управление, потому что если как бы, то получается, что нет полноты действия, идет замена, значит, условным действием, и импульс начинает быть неустойчивым. То есть можно либо воспринимать радость управления как информацию сполна, то есть принимая физическим телом полностью, либо тогда формализировать управление и воспринимать просто как элемент информации, зная, что вот это и есть радость. Там, сегмент двигается, это назовем или считаем, что это радость, или диагностируем, что это элемент радости, и пусть он показывает там дорогу, да, например. Значит, и получается, что исходя из этого мы можем вполне, например, сложные там какие-то, кстати, вот даже там бывает у людей состояния при разных, видимо, проблемах, можно точно сказать, что управленец, который работает через структуру радости, вообще говоря, управленец, который именно занимается управлением, как правило, ему или некогда там какие-то, значит, состояния неблагоприятные, там, входить, тем более там какие-то депрессивные, но если человек сталкивается с тем, что у кого-то, ну, им приходится там выводить кого-то из депрессивного состояния, чтобы просто быстрее работал другой человек даже, то очень часто самый простой вариант через макроспасение это много работы, да, значит много радости от результатов. А вообще говоря, ввести просто структуру радости как формальное действие, и он постепенно осознает человека, и это, кстати, элемент вывода даже из органических заболеваний. То есть, когда человек стремится к структуре именно свободного, просто обычного, там, ну, радостного, так скажем, состояния. И вот здесь вот как раз я к тому снова возвращаюсь, переход, когда вы смотрите, где переходит управление на вас, то получается, что вы видите, как материя начинает нарастать вокруг этого импульса. То есть очень четко разделен импульс сам, ну, некое такое светлое там зерно, которое начинает двигаться, ну, как бы элемент информации там выглядит как бы даже просто как небольшое свечение такое. Причем оно четко оконтурено, серебристое, например, белое, там, золотистым оттенком, чуть подальше на него смотреть. А вокруг нарастает материя. Очень четко видно
что из себя представляет материя, какая масса соответствует материи, что вообще информация есть материя. Причем материя физического тела человека здесь, в общем-то, четко видно, как она начинает, эта материя, развиваться локально, как она выглядит и так далее. И таким образом можно, кстати, очень четко, например, очень это мощное средство при лечении опухолевых заболеваний. Потому что видно, что материя, которая относится к понятию опухоли, эта материя не имеет статус бесконечного развития. А материя здоровая постоянно, как любая вселенная, начинает в информации давать мощное внешнее излучение. Излучение постоянно увеличивается, и если в каком-то участке локального уровня материи, который соприкасается со структурой радости, с элементом радости, значит, где-то не идет увеличение, значит, опухолевидный процесс, и достаточно просто-навсего заместить это свечение, то есть, вытянуть линию от уровня радости до уровня развития, и все. Когда опухоли, в этом случае, как правило, идет преобразование в этом же месте, потому что есть выход опухоли по реструктуризации, а в данном случае опухоль снова преобразовывается, и так далее. То есть это не только, конечно, касается опухолевидных процессов, но и любой другой проблемы, которая возникает в случае отсутствия радости в секторе действия. То есть это некий уровень излучения, который фактически может пронизывать всю материю, как некое свечение, некое пространство, на основе которого происходит, например, любое действие именно созидательного типа. Можно выделить такой спектр пространства для людей, которые, например, именно таким, в большей степени радостным путем развиваются. Это достаточно большой объем в их действий. И тогда получается, что выделяя эту систему как систему, например, следующего практически действия, как некую платформу или основную систему информации, очень просто, научившись видоизменять, воспринимать эту систему сполна всегда. Именно комплексное восприятие дает возможность контролировать всю систему. Здесь можно видеть, что очень четко, только лишь развивая волны радости, можно диагностировать, что происходит вообще в пространстве, что происходит вокруг вас, когда вы находитесь физически. Это одна из технологий контроля за своими событиями в будущем, например, на день вперед, на 10 или на 100 лет. То есть можно на платформе радости, как на некой лодке, находясь устойчивой, причем абсолютно часто. А по крайней мере, точно лодка будет именно цела. В структуре коллективного сознания значит, четко выделена структура радости как устойчивая форма управления. Люди радуются так или иначе, и поэтому эта лодка цела, вам главное себя рассмотреть. И смотреть, как вы на эту лодку заходите, то есть в какое время. Тогда получается, что по аналогии с тем, как например, Бог создал для себя пространство. Логически, с точки зрения человека, Бог, естественно, должен был создать пространство радости, то есть он должен там жить счастлив. И получается, что мы имеем достаточно благоприятное пространство, именно то, где находится Бог, скажем, в информации, так скажем. Для логического постулата в действии Бога ясно, что тогда он должен создать вечное развитие всем, тогда его собственная позиция становится более конкретной, определенной. Он и так понимает, что все всеобщее, единое и бесконечное, например, он создатель, но при этом на человеческом уровне для Бога именно устойчивое бесконечное развитие — это есть выражение его начального или бесконечного уровня, этого уровня радости фактически, пространства и жизни с точки зрения информации и вообще говоря всеобщей бесконечной реальности. Понятие бесконечности как раз стыкуется с уровнем текущей жизни Бога. То есть бесконечности он также счастлив, когда все находятся в вечном развитии. То получается, что мы имеем очень простое пространство перехода в структуру вечного развития. Это всего лишь навсего структура вечного радостного действия, то есть счастливого развития, где радость — это есть основа или платформа для бесконечного развития. Тогда получается, что эта задача увидеть себя находящимся на, скажем, каком-то уровне радости, на корабле радости уже, а не лодке, устойчивому плану управления. Это значит передать людям знания, то есть у них те же лодки,
все вместе они организовывают там некий там корабль, да, увеличение ресурсов. А дальше уже специальное формирование радости как системы благоприятного управления, то есть как некий путь, который вы сами себе создаете. И именно путь, именно вечное, счастливое, радостное развитие. Да, получается, что сформированная структура радости таким образом, не путем там неким механическим, там, информативным, не путем оптическим просто, а путем там логики, дает очень устойчивое управление, которое вот уже становится именно как бы силовым управлением. Это элемент силового управления, который позволяет решать практически любые задачи, именно при этом держа управление радостью. На этом все, сценарий заканчиваю. Спасибо большое за внимание.